Ребята, всем привет, с вами Саша Сова, преподаватель вокала! Я стараюсь тихо скримить, потому что уже ночь, и у меня соседи спят, наверное. Друзья, новости, значит, группа Slot выпустила второй сингл с Дашей Равдиной, с новой вокалисткой. Еще клипа нет, мы не знаем, будет или нет, но есть лирик-видео, и, в принципе, у нас уже есть шанс послушать новый сингл «Маяк». Честно вам скажу, у меня только что прервалась трансляция, поэтому часть песни я уже слышала, и уже не совсем у меня свежее мнение на этот счет, но тем не менее, все-таки песня для меня еще новая. Попробуем еще раз, надеюсь, ОБС меня не подведет в этот раз. Итак, слушаем трек «Маяк» от группы Slot и потом обсуждаем. Где ты не видна? Помню глаза намеками сквозь стекло. Ты не убит, но пропал обидно, видно мне назло. Ты мой потерянный маяк, мнимая цель, фатальный знак, и все не так, как на страницах книг. Моя напуганная тень не различает ночь и день. Поиск тебя заводит меня в тупик. Так, ну что, давайте обсудим первый куплет. Я извиняюсь, что я так прервала, но мне кажется, можно уже начать какое-то обсуждение. Во-первых, достаточно красивый трек, быстро запоминается, припев прям хорошо ложится с первого раза. Вот эти хотя бы первые строчки мелодические. Ты мой потерянный маяк. Красиво, мелодично. Интересные такие вайбы, знаете ли, у песни. С одной стороны, вайбы такие чутка «Верни мне мой 2007», но вот какие-то такие вот моментики, сейчас я вам покажу, какие. Помню глаза Например, вот этот. намеками сквозь стекло. Прикольный аккордик такой, прикольная гармония в этот момент, прикольная вокальная линия, такая немножечко неустойчивая, и ты как будто бы ждешь разрешения этого аккорда, то есть ты как будто бы ждешь, что он в такое что-то более понятное выйдет, но в целом, в целом хорошо разбавляет трек, как-то так, ухо такое, чё? Ну, типа, я этого не ждал, как будто бы, да? Ты не убит, но Трагедия, трагедия. пропал обидно, видно мне назло. Нарциссы, арбузеры, они так, да, периодически пропадают. Ты мой потерянный маяк. Вообще очень красиво. Вот сейчас, если как бы разбирать потихонечку вокал, начинается все с такого очень красивого, такого нежного, мягкого субтончика. Субтончик, кто не знает, это звук с придыханием, он же жесткий смык, можете слышать его также, жесткий смык голосовых складок. Очень так мягенько, плотненькая подача воздуха, очень так ненавязчиво, очень женственно так звучит, даже где-то, может быть, чуть-чуть с детским таким вайбом Дашин голос звучит. Ты не видна. Ты не видно, да? То есть вот эта прослойка воздушная, субтоновая, это вот как раз то, о чем я говорю. Помню глаза. Помню, да, то есть такой прикольный акцент на атаку, не просто помню, а какой-то такой интересный въезд в слово помню, да. Намеками сквозь стекло.
Да, то есть здесь такая игра с смыканиями, то есть она то уплотнила смык, то убрала, то снова на субтончик ушла. Ну, хороший вокал, такой прям стабильно хороший. Ты не убит вновь. Вот есть прям вот какими-то местами прям слотовый слот, слотом погоняет, вот прям звучит как вот типичный слот, но иногда вот все-таки новый вокал очень сильно решает и действительно звучит местами как новая группа просто из-за нового вокала. Прям очень сильно отличается от вокала Нуки, несмотря на то, что высокий вокал, хоть Дашу периодически кто-то там называл Нуки заменителем, не могу сказать, нет такого вайба у меня, другой вокал все-таки у нее. Сходство только в том, что он женский и высокий, и зовут Даша. Пропал, обидно, видно мне назло. Ты мой потерянный, моя. Да, очень прикольно, например, вот буквально если там вот здесь слово «маяк» остановить, да, в нем спрятано плотный смык, йодль, тонкий смык и снова возврат на плотный смык, на более толстый смык, да, то есть в рамках там одного смыкания уже прикольные фишечки. Маяк, прикольно. Мнимая цель. И моя цель. Такой прикольный голос, такой какой-то немножечко, не знаю, вот какой-то вайб сейчас. Такой вот классные нотки они такие нашли у нее. Очень так он звучит как-то по-юному, что ли. Очень юный вокал такой. То есть как будто ей лет 14. Прикольно. Красивые, вот когда она начинает чуть укрепляться, вот у нее очень гласные, красивые такие, объемные. И при этом такие задорные, что ли, не знаю, от них как-то вот веет чуть-чуть каким-то позитивом, не знаю, то есть я не знаю, можно ли говорить о нотах, что от них веет позитивом, но суть в том, что как-то ты слушаешь и какой-то теплый голос, то есть вот я не вижу сейчас никакого изображения, я могу только слушать, и как будто бы, да, голос такой добрый, как будто бы, я не знаю, как там на деле, я лично с Дашей не знакомы, мы друг на друга подписаны, но я лично с ней никогда не общалась. Но как будто бы вот человек такой прикольный, добрый, задорный, веселенький, открытый, как будто я вот слышу голос, и мне так человек представляется, хотя это может быть совершенно не так, но на слух как будто бы так, эти нотки мне дают такой вайб. Дальний знак, и всё не так, как на страницах ты. Такой вайб Evanescence сейчас пошел, да, и вот эта буковка near, и какая-то как будто она больше, да, то есть немножко такая более объемная, и не она получается, да, не и, а полу такая, тоже интересно. И вот этот вот слайд такой тоже в стиле, в лучших традициях 2003-2007 в плане, ну, я сейчас не говорю, что это олдскульно звучит, я это слышала у хороших групп, скажем так, да. Пока что все мне нравится. Моя напуганная тень, Прикольные йодали, слышно, да? моя напуганная. Пуганая тень. Прикольно. Эмили, кстати, вот из Linkin Park тоже любит йодлить в разных местах. Она больше на окончаниях любит, а Даша прям посреди слов любит йодлить. Клево. Кстати, песня похожа немножечко на какой-то саундтрек. Я решила попить просто, чтобы посмотрели, какой у меня охрененный стакан. Да, похоже на какой-то саундтрек, как будто такое вот нарастание идет динамики, то есть здесь еще нету каких-то вот прям серьезных нот, здесь именно больше игра вокалом, вокальский вокал. Да, вокальностей очень много здесь сейчас уже прозвучало, и красок много прозвучало. Ну, понятно, что какой-то ограниченный набор, но тем не менее. Сейчас вот именно такое идет пение как тембром, да, больше, не сколько там, ща я покажу, как я херану высокие ноты. Кстати говоря, о высоких нотах, друзья, у меня сейчас все еще длится моя новогодняя распродажа моих классных обучений. Вот внизу в описании будут все подробности распродажи, и тот, кто давно хотел получить высокие ноты, научиться понимать вообще, как петь вот такие плотные высокие ноты, как у Даши Равдиной, или как у Дарьи Ставрович, или как у Эмили из Linkin Park, я хотела сказать из Evanescence, ну и у нее тоже, но как она
может, не всегда и надо. Пожалуйста, переходите по ссылочке в описании, все еще идет новогодняя распродажа по очень выгодным ценам, можно вписаться в курс в записи, он будет в записи, вам будет доступ сразу ко всем урокам по высоким нотам, high pitch, и также предлагаю вам посмотреть все, что у меня там есть, все, что я вам предлагаю в качестве новогодней распродажи, и также вписаться в мастер-класс по экстрим вокалу, который еще я не проводила, такой большой, и у меня скоро день рождения, 22 декабря, я мечтаю собрать 100 человек на этот мастер-класс, пожалуйста, переходите, и я вас жду. Так, ну, рекламу я сделала, саму себя, поэтому продолжаем слушать. Вот о чем я говорю, да, вот даже здесь не различает ночь и день, прикольный вот этот вот такой теплый вокал, как будто солнечный, такой улыбчивый какой-то вокал такой. Как будто она принцесса такая, типа озвучка какого-то мультика. Прикольно было бы, если бы не мультика, а, допустим, ну да, может быть, какого-то мультика или какого-то персонажа такого, типа Рапунцель или что-то такого. Очень прикольно. Хотя песня-то не веселая, но у Слота все время достаточно обтекаемые, знаете ли, такие тексты. Ничего конкретного особо, всегда вот эта абстракция, поэтому слишком в негативные эмоции тоже не выносит, как и в слишком позитивные. Красиво, плотненькая нотка прозвучала, и звон вот этот в какой-то момент, когда она чуть поднавалила голосом, хоп, и вот этот звон ушел, и такая легкая матовость в голосе появилась, да, на замену блеску такому. Что у нас во втором куплете, давайте смотреть. Тем местам, где был, казалось, ты. Эй, дай мне руку, пусть даже в ней увядшие цветы. Здесь во втором куплете такое идет классическое динамическое развитие после первого, все еще мягкий вокал, но уже плотнее, то есть здесь уже меньше субтона, здесь субтон идет больше как украшение, придыхание идет больше как украшение, не как основная история, здесь уже она подсобирает немножечко вокал, делает смык плотнее. Вот здесь, кстати, чуть-чуть как будто бы почерк, вот я думаю, что это не почерк Нуки, я думаю, что это почерк Слота в какой-то момент, да, то есть потому что все-таки голос группы, это не голос, не всегда голос, вот как бы человек сам это спел, да, вот здесь я услышала именно не подражание, не снятие манеры, а вот именно ведение звука конкретным образом, да, как будто бы, вот, который Слоту свойственен, и это не высокие ноты, это вот именно как ведение звука вот плотно, но местами так распуская смык, плотно, потом опять распуская, ну, короче, прикольно. Давайте дальше посмотрим. Ты мой потерянный маяк, милая цель, фатальный знак, и всё не так, как на странице. Вот у Даши очень классные вот эти белтовые нотки такие, потому что вот ее же можно узко эту А спеть, так более... Сейчас. Да, а она так прикольненько так берет эти ноты, прям вырисовывается какой-то ее прям почерк пения. Йодали, йодали, йодали. Чуть-чуть расщепчик уже пошел. Ну, сейчас либо рэпчик будет, либо бридж какой-то. Здравствуйте, Игорь.
Под конец зашел рыжий Иванушек и прогнал телегу. Очень любовь — это лишь такой закон борьбы противоположностей. Давайте поаплодируем Кэшу, он разучил вибрато, хорошо. Ну, его вокал, в принципе, отличается вот этой некоторой такой патетичностью. Обычно он больше речитативит, что-то рэп читает там какой-то. Сейчас даже, вот видите, нам спел, даже что-то показал, какие-то высокие ноты, приятно, нам понравилось. Что-то даже как-то вот на вокал, что ли, сходил. Я не знаю, почему я так ору с этого момента, ну ладно. Прикольно. Не моя цель. Люблю йодали, люблю, моя темка, нравится. Хорошая. Так, а будет у нас что-то высокое, будет у нас или нет? Чуть-чуть расщепчик. Типа такая, сейчас как пойду, наверное, не пойду. Такая, типа, нет, не сейчас. Видимо, через секунд 20. Давай. Хорошо. Ваша любимая. Высокие ноты, конечно, у нее заеботекс. Очень классный тембр наверху, прям вот новенький, свеженький тембр у нас в наших ушках, да, красивый, такой прям очень такой интересненький. Не было у нас еще такого. Красивый съем тоже ноты, сход с ноты. Прикольно. Да, прикольно, они это все еще размыли. Прикольно, что не очень много вибрато такого прям. И я слышу, что оно есть, оно такое достаточно у нее быстрое, тремолирующее, но интересно, мне понравилось. Очень красивый кусок. И мне нравится, что ноты не какие высокие, нормальные. То есть, типа, в рамках адекватных человеческих. Ты мой потерянный я. Ничего такого, типа, вот этого вот фа диез, соль диез, вот этого ничего такого нет. Нормальная такая человеческая песня в плане высоких нот. То есть они есть, они плотные, они мощные, но абсолютно человеческие. Ну, дальше вроде можно, да, уже. Итак, у нас, значит, тут монетизации не будет, поэтому, друзья, пожалуйста, переходите на Бусти. У меня вообще 4 месяца не было монетизации, потому что я переезжала, меняла адрес, и у меня отключили мой AdSense, и только вчера я подключила его обратно, жду сейчас этот код, письмо, в общем, короче, друзья, я каюсь, я на Бусти пощу мало, но я вас прошу, пожалуйста, поддерживать по ссылочке на Бусти. Это поддержка моих музыкальных каверов. За последний месяц у меня их вышло 2. Можете тоже перейти посмотреть. Очень нужна ваша поддержка, друзья. Так вот, ну чё, классный трек, мне кажется. Я довольна, запоминается быстро, я думаю, зайдет. Ученики тоже будут, наверное, приносить «хочу вот это вот петь», но не знаю, произведет ли он какой-то разрывной эффект, не знаю еще пока, не понимаю, но запоминается очень хорошо. Нежная песня, на самом деле, может быть, я бы даже где-то что-то кавер какой-то сделала, может быть, даже на нижние части, может быть, даже не на верхние, да, может быть, на какие-то первые. Прикольно, мне понравилось, красивенько. Медлячки мы любим, такая, типа, полуколыбельная какая-то такая история, да, тексты, как я сказала, такие очень обтекаемые, у Слота всегда обо всем и ни о чем одновременно, у них есть какой-то наверняка смысл, который каждый себе додумает сам, явно тут это не тот случай, чтобы прям в лоб все говорить, да,
Вот, но что касается вокала, все красивенько. Все хорошо, мне нравится. Конечно, Слот сейчас зазвучал по-другому. То, что я слышу, в принципе, красиво. То есть сказать, что там какой-то это заменитель, не могу сказать такого. Другой все-таки тембр, да. Интересно, по-своему как-то все это звучит. Короче, нормальный, классный, хороший сингл. Ждем больше песен. Что-то уже время идет, а песен все мало, нам надо больше. Мы хотим больше обзоров. Поздравляем группу Слот с выходом. Ребят, обязательно, пожалуйста, напишите свое мнение о сингле, понравилось вам или нет, нравится ли вам новая вокалистка Даша Равдина. Судя по всему, вообще нравится, потому что хейта-то на нее и мало было, в общем-то, практически не было. Напишите свое мнение об этом сингле, понравилось, не понравилось. Я лично бы и клип посмотрела бы тоже, наверное. Ну, или лучше бы новых песен. Друзья, да, обязательно переходите по ссылочке, по всем ссылочкам, которые я там прикрепила, смотрите мои видео и увидимся в следующих видосах. Пока-пока.